Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшняя наша тема вебинара мы начнем с детей с синдромом Дауна. Дело в том, что как специалисты по физической реабилитации иногда мы сами при виде этих детей начинаем тушеваться. Что же с ними делать? Дело в том, что дети с синдромом Дауна, они как бы отличаются от детей, у которых детский церебральный паралич. Независимо от того, что и при детском церебральном параличе мы встречаемся с такими формами, как атомико-статическая форма. Но я хочу сказать, что даже при условии тонус-нижней этих детей, но здесь есть нюансы, над которыми надо задуматься и проработать. Дело в том, что дети с синдромом Дауна – это все-таки хромосомная аномалия, при которых каротиды имеют дополнительные копии генетического материала по 21 хромосоме. То есть наблюдается трисомия по хромосоме 21, аутосомия. Синдром Дауна у ребенка может быть выявлен пренатально, то есть по данным УЗИ, биопсии ворсин, хориона, амниоцентеза, кодоцентеза, или после рождения ребенка на основании внешних признаков или генетического исследования. Вы знаете, в своей практике, общаясь с родителями, я недавно разговаривала с одной мамой, у которого солнечный малыш, и она мне говорит: вы знаете, Нюра Музахановна, я прошла 2 скрининга, 5 обследований УЗИ во время беременности, и все мне выдавало отрицательный результат, что у меня беременность протекала отлично. И в ожидании, как говорится, своего малыша, женщина подхала, радовалась жизни, это ее первенец. И когда у нее родился ребенок, и ее поставили в известность, конечно, она в первую минуту была в замешательстве, но то чувство, что 9 месяцев она разговаривала с этим ребенком, она его любила, лелеяла, этот материнский инстинкт не дал от себя оттолкнуть этого ребенка. И она говорит: вы знаете, я верю, что Бог сделал все, чтобы никто не увидел у моего ребенка эту патологию, эти нюансы развития данного ребенка, потому что он мой, это мое. И благодаря ее любви и ласке этот ребенок, сейчас ему 4 года, и он развивается, как говорится, в длительной сфере. Он догнал своих сверстников. А психоэмоционально и речевым мама и специалисты занимаются. Дальше. Синдром Дауна. Мифы. Первый миф – это что это болезнь, которую надо лечить. Мы с вами уже проговорили, что это синдром, для которого характерны определенные признаки. Дальше. Второе. Люди с синдромом Дауна не способны к обучению. Дело в том, что эти исследования проводились в специализированных учреждениях, чаще закрытого типа, где мы знаем, что основной компонент – это родительская любовь, она здесь исключена. А если же вы этого ребенка увидите, который не перспективный, развивается в семье, который окружен заботой и любовью, то вы увидите, да, развитие, замедленное психомоторное и речевое развитие. Но оно, как говорится, ступенчато, медленно, поэтапно идет вперед. Следующее. Ребенок с синдромом Дауна под асоциальное поведение родителей. Я вам хочу сказать, что один ребенок на 700 новорожденных рождается с синдромом Дауна. И оно не зависит, в какой части мира это произошло, в каком государстве. И дети с синдромом Дауна рождаются в семьях разных социальных слоев. И я хочу сказать, что здесь никогда нельзя ждать, что дети с синдромом Дауна рождаются у родителей, у которых выражены верные привычки. Потому что мы видели, что он рождается у тех, у кого их нет, с нормальным хромосомным набором. Четвертый миф – это люди с синдромом Дауна представляют опасность для общества. Я хочу вам сказать, что опасность для общества могут предоставлять и те дети, которые не получили должного воспитания, правил поведения в обществе. И миф о том, что дети с синдромом Дауна бывают или же агрессивные,
или это дети, которые только улыбаются миролюбивы, я считаю, что это неправильно. Потому что мы знаем, что каждый ребенок, я почему сравниваю с детьми нашими, которые дети с церебральным параличом, у них у всех есть свой характер, где он может где-то показать свое отрицание, негативность, где-то он может проявить свою любовь и ласку, показать свои положительные качества. И это все зависит от ситуации, от среды, в которой ребенок в данный момент попадает. И если вы ребенка поощряете, он будет, как говорится, вам на это отвечать адекватно, любовью, лаской, доброжелательно. Если вы начинаете вести себя по отношению к этому ребенку агрессивно, то почему бы ребенок не должен показать вам свое сопротивление, почему ребенок не должен сам себя защитить? Дальше. Люди с синдромом Дауна в России и в Казахстане гораздо меньше, чем в Европе. Дело в том, что у нас такой менталитет. Когда в 1991 году я впервые в жизни оказалась в Швеции и увидела, насколько там распространены безбарьерные зоны, как там созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Для детей-инвалидов я была поражена, мне казалось, их много. А у себя на родине я этого не видела. Я видела только одного ребенка с синдромом Дауна, это были наши соседи, и девочку из Цикл, которая была моей родственницей. И мне казалось, что только вот двое детей с ограниченными возможностями живут в нашем районе. А оказалось, что даже сейчас наши многие дети, они оказываются в закрытом помещении. Наше общество не всегда адекватно относится к этим родителям. Иногда бывает так, что видя родителей с таким ребенком, стоящим на остановке, когда ребенок находится в коляске, почему-то наши граждане первые показывают им свою жалость, сожаление, подъезжает автобус, они все, как говорится, входят в этот транспорт, и при этом не забывают о том, что элементарно повернитесь назад, оглянитесь, пока помогите этой маме донести эту коляску во время. Вот. Мы должны перевоспитывать себя именно сейчас, а не потом. И начинать это с простого. Просто хотя бы поддержать этих родителей в ту минуту, когда они столкнулись с самыми элементарными бытовыми затруднениями. Теперь люди своей семьей этого не случится. Вы знаете, какая бы патология у наших детей не возникла, пусть это синдром Дауна, пусть это ДЦП, пусть это еще какая-то врожденная патология. У нас первые, я понимаю, родители, которые оказываются в таком депрессивном состоянии, говорят, ну почему ты со мной, не с ним? И всегда мы думаем, что любое такое состояние может случиться с соседом, с родственником, в другом государстве, в соседнем доме, но не с нами. И я хочу сказать, что в данном случае синдром Дауна, оно спорадически возникает. Дальше. Детям с синдромом Дауна лучше находиться в специализированных учреждениях под наблюдением специалистов. Это говорит о том, что мы наших детей сами искусственно огораживаем, не даем нашим же здоровым детям, как говорится, проявлять чувство взаимопонимания, взаимоподдержки, сочувствия, изолируя искусственно этих детей. Иногда мы тормозим их развитие. В данное время в городе Астане есть фонд солнечных детей, организованный родителями с детьми с синдромом Дауна. И я хочу сказать, они при содействии руководства нашей республики открыли реабилитационный центр. И сейчас там проходит реабилитация дети с синдромом Дауна. И их цель именно оказание помощи в первую очередь родителям. Именно быть центром, который методически, научно обосновывает, показывает, как заниматься с детьми, как развиваться и как этих детей социализировать в общество. Сейчас очень много создается инклюзивных детских садов, школ. Но определить, готов ли ребенок быть в данном учреждении, готов ли он к этому инклюзивному обучению, должен все-таки определить специалист.
И, конечно, эта работа должна активнее содействовать родителям. Причины возникновения. Ну, причины до конца не установлены, но здесь выделяют категорию женщин, которые попадают в эту группу риска. Это возраст мамы, многократные роды, наличие в роду людей с синдромом Дауна и случайные события. Мы знаем, что есть 3 варианта аномалий кариотипа при синдроме Дауна. Это я прописала для того, чтобы мы имели представление, потому что у нас, даже у многих специалистов, синдром Дауна подразумевается, что да, это нарушение на генетическом уровне по 21 паре, но никто у нас не знает, что есть у нас разные аномалии кариотипа. Это простая кислородная, нуклеоциты и несбалансированная транслокация. Они приостанавливаются не в борту. Я думаю, что вы их все-таки почитайте сами. Несмотря на цитогенетические варианты, про которых мы только что с вами проговорили, это слой, мозаичные формы. Так, здесь я хочу сказать, что для них характерны типичные внешние признаки. Это черно-лицевые дисморфии. То есть мы чаще видим уплощенное лицо и переносицу, короткую шею, плоский затылок, деформацию ушных раковин, монголозный разрез глаз, эпикампус. Также мы с вами видим полуоткрытый рот, часто толстыми губами, большими высунутым языком, деформацию грудной клетки, которую можете видеть или воронкообразно, короткие конечности, которые могут проявляться в разной модификации, снижение мышечного тонуса, один из характерных. И часто наши дети сопровождаются такими врожденными пороками сердечно-сосудистой системы, как это остеоартальный порок, дефектные желчки перегородки, перегородки. Самое сложное – это врожденный порок сердца, когда мы свет катаракта. Следующий у нас идет нарушение зрения, которое может быть гипокосоглазие, катаракта или глаукома, нарушение слуха или глухоты, пороки желудочно-кишечного тракта, который может проявляться в виде отведения пищевода, стеноза двенадцатиперстной кишки, болезни Гершфринга. Также у нас могут быть нарушения со стороны продуктовой системы, это возникновение лейкозов. Также я хочу сказать, что дети могут идти сразу с несколькими рожденными аномалиями развития. И я хочу сказать, что учитывая, а также самое главное, наши дети часто болеющие, потому что у них иммунитет снижен. И здесь бывает своя простое дело. Очень много детей, которые оперируются в ранние сроки при пороках сердца. И вы знаете, когда адекватно оказана медицинская помощь, проведены оперативные вмешательства, и если мы, как физические терапевты, зная эти нюансы, начнем правильно работать с данным ребенком, то получим хорошие результаты. Почему я про это говорю? Дело в том, что когда идут такие множественные пороки развития, у нас начинается этот охранительный режим. Не двигайте ребенка, не давайте лишний раз плакать, нельзя лишний раз подходить к его ручкам, ножкам, дергать его за какие-то части тела. Я вам хочу сказать, дело не в дергании, дело в правильной позиции. Мы должны уже, несмотря ни на что, в первую очередь учить родителей правильно держать ребенка, правильно его позиционировать, правильно его двигать, потому что будет операция, дооперационный период или в послеоперационный период, мы должны с этими детьми занимаясь вытаскивать их компенсаторные механизмы. Так, это мы уже с вами проговорили, что из-за своего генетического характера у него идет умственное, что оно неизлечимо, что умственное физическое развитие значительно улучшается с помощью регулярных занятий. Что я вам только что и проговорила. И физическая реабилитация при синдроме Дауна – это
именно воспитание психомоторных навыков. Это социальная его адаптация и коррекция речевых функций. Почему коррекция речевых функций? Мы даже, специалисты по физической реабилитации во время занятий, вы должны совместно с логопедом узнать, какие же движения сопровождаются, идут звуковым сопровождением, определенными звуками, слогами, и это поможет нашей совместной работе становлению его речи. Цель физической реабилитации – это содействие овладению адаптивно значимыми длительными навыками. Задачи. Давайте я их четко вам прочитаю, что это сенсорное развитие и формирование представления малыша в своем теле. Второе. Нормализация мышечного тонуса. Тренировка реакции равновесия. Четвертое. Освоение и совершенствование отдельных движений и длительных последовательностей. Пятое. Увеличение объема длительной активности. И, наконец, формирование навыков внимания и коммуникативных навыков. Принципы. Систематичность, непрерывность, от простого к сложному. Я думаю, что эти принципы, они подходят ко многим нашим мероприятиям, которые мы проводим детям с разных групп патологий. Индивидуальный подход, доступность, учет возрастного развития движений, сознательности и активности и тренируемые навыки адаптировать к повседневной жизни ребенка. Я всегда требую, что если мы у ребенка отрабатываем движение, это движение должно копировать его движение в жизни. Не нужно нам с такими детьми заниматься фитнесом. Фитнесом они могут заняться в другом месте. Для нас главное ребенка научить двигаться, чтобы он это движение потом мог использовать в своей жизнедеятельности. Необходимость повседневного участия родителей в процессе развития малыша. И я думаю, что в первую очередь реабилитологом номер один является сам родитель данного ребенка. Если родитель не желает помочь своему ребенку, то специалист ничего не сможет сделать, потому что его консультация, его пожелания в развитии, его демонстрация, как с этим ребенком работать, оно идет на смарку, если родитель не будет повторять за ним, закреплять эти движения и упражнения дома. То есть мама или папа – это реабилитологи, которые с этим ребенком ежеминутно, ежечасно, постоянно рядом с ним. Специалист по длительному развитию может лишь помочь родителям. И я хочу сказать, что самое главное у наших детей в развитии, физическом развитии – это игра. Если у нас родители иногда бывают такие, которые не понимают того, что мы хотим донести, тогда мы учим простым игровым компонентам. И родитель думает, что он играет с ребенком, он невольно развивает его. Развивает не только физические качества ребенка, но и его психоэмоциональную сферу. Это наши дети. Здесь мы вам хотим продемонстрировать известный кризис синдрома Дауна. Этот материал мне был предоставлен родителями фонда детей, а также много из сегодняшнего материала я взяла из сайта российских наших коллег. И сейчас я вам хочу продемонстрировать видеоматериал, где девочка у нас у мамы лодочка в другом положении, да? Плечи фиксированы на плечи мамы. Здесь в первую очередь мы маму учим, как правильно держать ребенка. Наша маленькая кружки 9 месяцев. И вы видите, какая она у нас активная. И какие добрые руки ее мамы, не ласково, не обнимают. Почему правильное положение нам необходимо? Зная, что у нас здесь нижний тонус, мы в первую очередь должны
их обучить правильному их отношению. Потому что то, что вы сделали в течение часа, 2 часов, мама может поломать в течение нескольких минут, потому что мама поднимает ребенка в течение дня больше, чем вы занимаетесь. Это получается, в среднем она где-то делает 50 подъемов своего ребенка. Здесь мы показываем маме, как питание держать по отношению к себе, когда ребенок, опираясь на ее, сейчас я остановлю. Мы сейчас проговорим про положение. Дело в том, что здесь мы показывали, как мама, держа ребенка, она не видит его лица, но при этом ребенок хорошо опирается на ее плечо, опирается сама, предплечье на это, держит голову, у нее уже она голову делает очень хорошо, у нее есть контролируемые движения, она хорошо поворачивает слуховые ритмы раздражители по сторонам, активно познает мир. Следующее положение это было, когда мама держала ребенка спиной к себе. При этом ребенок мог солетать вверх, как и ее мама. И здесь мы тоже говорим, что надо правильно держать. Спина должна быть защищена. Спина прижата к туловищу мамы. Также она фиксирует ребенка за верхний отдел, а снизу она фиксирует его за область таза. И получается, здесь мы не даем ему видеть патологическую установку. В данном видео вы увидите, как здесь мы видели, когда девочку к нам привели на осмотр, она переворачивается активно. Но что мы увидели? Ребенок переворачивается боком, она группируется и перевернулась. При этом она не осознает свои переворот. И поэтому, из-за того, что нет элементов при перевороте, что она должна перенести свой вес, опираясь на локоть, что мы увидели? Девочка приподнимается на вытянутые руки. Но оторвать руку от поверхности, перенести вес одной руки на другую, чтобы вывести одну, она не может. Поэтому перед тем, как показать опору на предплечье и помочь ребенку вынести руки вперед, мы сначала отрабатывали с мамой правильный переворот. И вот наша мама пытается это все сделать. Что мы делаем? Вот, и вы увидели. Она у нас переворачивается. И мама. Дети ей помогали. Не торопитесь, она сама себе перенесет. Вот мама. Она перенесла. Дальше. Вот она стоит на своих личных вытянутых ручках, и нам надо, чтобы она перенесла вверх с одной ручки на другую. Вы знаете, в следующем вебинаре я вам покажу видео, где мы снимали со здоровым телом. Сиденье мы сначала прорабатывали с мамой. И я говорила: мама, вот вы стоите на выпрямленных ручках. Теперь потяните одну руку вверх, опустите. А теперь на выпрямленных ручках встаньте на четвереньки и вытяните руки. Тогда мама сказала, что в таком положении не легче. И вот если вы сами, как наша девочка, встаньте на выпрямленные руки и начнете ее тянуть, можете вниз, вверх, как вам удобно, то вы почувствуете, какое же больше напряжение мышц вы чувствуете, как сложно перенести вес на выпрямленную руку. А если же сейчас девочка у нас, как говорится, даст опору на предплечье, то есть на локоток, то она с легкостью перенесет свой вес, потянет ручки вперед и может взять вперед, который мы не видим. Пытаемся привлечь. Вот видите, она раскатывается, это хорошее движение. Мама придерживает опору креста. Вы знаете, даже при условии, что это видео не срезали, я вам хочу сказать, самое главное, мы должны дать ребенку самому сделать это. И тогда мы не должны никуда торопиться. Все, что сделал ребенок активно сам, оно фиксирует. И вот вы теперь увидите.
опора на Ты куда снял? девочка Именно принесла твою. мне На улице ходишь с камерой. правую руку. И сейчас я потяну свою правую ручку и обязательно разные часы. Вы знаете, удивительная жизнь, она не реагирует. Я не буду Fast. Fast. Ja. вот взяли часы. Gut, jawohl. Jetzt И macht es schön. Ne? переносим налево вправо. Красавица. Теперь на мечи. Сейчас мы с тобой. О! И здесь мы отрабатываем, Хочется задать когда здесь мы используем базу, и мы увидим, что мы используем все то же самое, но на мечи. Получается, что здесь вы видите? Ребенка мы Так, подожди. Все хорошо. сейчас Ну, используем это технику мяч вокруг. Да? И оп. Теперь я хочу получить движение к теме. И что произошло? Смотрите, девочка у меня А сережка где? Давай. вначале начала опираться на правую руку, потом она легла. Сейчас она как-то языком исследует мяч, на котором лежит. И моя цель добиться поворота головы в сторону финальной согнутой, да, 90 с одной затылок, что нам девочка и сделала. Это здорово. Моя красавица. Ты моя красавица. Все. Давай. Оп. И вот этому всему мы стоя обучаем. Если вы увидите, то вот эти упражнения, кажется, как будто я куда-то смотрю и рассказываю. На самом деле я смотрю в зеркало и смотрю, сделал ребенок данное движение, которое я хотела, или нет. Мало. А теперь мне мама вышла ложиться, отрабатывать дома. И это здорово. Мама ножичек в другом положила. Все. Давайте я все равно приведу. Уважаемые коллеги, я думаю, что сейчас вы получили одну из полноценных информаций, кто такие дети с синдромом Дауна и как с ними заниматься. Если в прошедшем вебинаре я рассказывала о этапах жизненного развития здорового ребенка, то вы видите, что в данном случае тоже эти все этапы жизненного развития соблюдаются. И принцип он должен соблюдаться неукоснительно. И я хочу сказать, что совершенствуя один вид не способствует тому, чтобы ребенок обратил уже следующее новое движение. Теперь, и здесь я хочу с вами видео закрепить свой показ о детях с синдромом Дауна мальчиком, с которым мы знакомы уже больше 3 лет. Он к нам пришел впервые, он свободно ползал, учился только, начинал ходить от опоры к опоре. Вот. И вот 2 года. 2 года, как мы добились того, что ребенок самостоятельно передвигается. Это, конечно, успех мамы. Папа, И я привет. хочу сказать, что наш реабилитационный привет. центр «Қасиетті Жол» нас обучали, научили реабилитацию 4 Папа, курса. привет. Но я хочу сказать, что Нет, Бурабайда. она получала Бурабайда. реабилитационные мероприятия также от наших реабилитационных центров города республики. И здесь вы видите, в каком сложном находится. Он обходит людей. Это самое главное. Поднимается по лестнице. И вы видите, когда у нас частота лестницы большая и площадь меньше, то он основательно поднимается быстрее. А сейчас с вами хочу поделиться нашими результатами и рассказать о ребенке, который прошел реабилитацию в октябре месяце.
в нашей редакционной книге «Қасиетті Жол». Это мальчик Аслан, который 7 лет тому назад, 7 лет тому назад, они всей семьей попадают в дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего у него происходит, он получает тяжелую крайнеспинальную травму, ушиб головного и спинного мозга, массивное субарахноидальное кровоизлияние, гематомия, осложненная лейкомаляцией и миелопатией спинного мозга на уровне Т10 Т11 с частичным перерывом полокон спинного мозга. И когда ребенок сейчас, 10 лет, он поступает к нам, то врач-невропатолог при обследовании у него обнаруживает, что медиальных знаков у ребенка нет. Со стороны черепно-мозговых нервов тоже к нему претензий нет. Единственное, у него идет здесь нарушение со стороны ног. И что он отмечает? Гипотрофия мышц нижних конечностей, ноги холодные на ощупь, мраморность кожных покровов в нижних конечностях. Объем движения верхних конечностей не ограничен. А в нижних конечностях отмечаются контрактуры голеностопных суставов, рукоподвижность коленных суставов. Ребенок самостоятельно садится. Он не встает, не ходит, передвигается, сидя с помощью рук. Я хочу сказать, что здесь мы у мальчика увидели еще нарушение осанки, видеомордоза поясничного отдела позвоночника, плосковалюсной гипоноса обеих стоп. И я хочу сказать, что ко всему этому у ребенка был еще патологический рефлекс положительный Бадинского и нарушение функциональных органов по типу задержки и нейротемии мочевого пузыря. Дело в том, теперь я думаю, вам слышно. Дальше. Я хочу сказать, что этот ребенок получил у нас комплексную реабилитацию, которая включала в себя медицинскую. Это были занятия по лечебной кинезотерапии, где мы использовали методики, разработанные профессором Дауна и Сандой. Также были использованы аппаратные лечения, физиопроцедуры подключены. Активный ребенок получил у нас, как говорится, на 3 недели полный курс лечения гидрокинезотерапии, также водные процедуры. И с педагогической психологом он у нас получил занятия у психолога нашего. И, как говорится, в первое время специалист как логопед, дисектолог. Мама сказала, что этих специалистов ребенку не надо, они интеллектуально сохранны. Но, позанимавшись с ними, она поняла, что есть нюансы, которые не знает она, и которые знают специалисты. И что наши специалисты помогают ребенку в снижении его как личностного роста, так и в мысли. Затем активно ребенок занимался у нашего специалиста по терапии. И, наконец, я хочу сказать, что дополнительно к гарантированному полностью лечению ребенок еще получал рефлексотерапию. И повезло нашему Аслану в том плане, что на время нашей реабилитации наш центр посещает специалист по логотерапии, который провела его 8 сеансов, и ее основной целью было обучить маме тем активным рефлексогенным точкам, которые помогут ему его организму вспомнить себя и включить свой резервный механизм. И я сейчас вам хочу продемонстрировать видео, где перед отъездом мы маме показываем, как заниматься ребенком. Это мама попросила снять на видео, чтобы знать дальше, как с ним заниматься. Вам удобно. И вот у нас диагональ. Смотрим на красный мяч. И пошли, смотрим на синий мяч. И здесь вы видите модель спиральных диагональных движений.
которые вы проходили на семинаре. И таким методом мы обучаемся у самой поведательной. Дело в том, что почему мы не знаем положение подушки, хотя мы можем заниматься на подушке. Дело в том, что многие специалисты обращали внимание только на его нижние конечности. И это еще, наверное, обусловлено тем, что мама, ее желание, чтобы ребенок поскорее почувствовал свои ноги, начал вставать, хотя бы он стоял на ходунках, пошел с помощью ходунков. И оказалось, что никто не обратил на то, что тонус, напряжение верхней конечности очень высокое. Так как ребенок сильно передвигается с помощью ног, его плечи были приведены внутри, руки напряжены. И вы знаете, я видела, он часто, как говорится, начинал как бы поработать несколько минут. У кого есть специалист терапевта, он начинает, как говорится, махать своими пальцами. Пытается сделать такое пальчиковое упражнение, чтобы снять это напряжение с пальцев. И это меня озадачило. Почему же у него мелкая моторика, в принципе, сохранного ребенка, она затруднена возникновением вот этих спазмов. А потом, как говорится, увидеть его посадку, как он передвигается, что в течение дня он активничает только за счет благодаря рук, я поняла, что надо сначала ребенка научить снять напряжение в верхнем плечевом поясе, и, как говорится, дать силу этим рукам, уметь себя слушать, уметь управлять руками, чтобы они в дальнейшем, когда придет время восстановления повторения на ходу, руки были готовы. Вы замечаете, что здесь теперь мы проделываем эти же модули с руками. И опять же, здесь мы подключаем зрительный контроль. Хват руки. Мы как бы друг друга обхватываем в замок. Сложно, когда тебе чуть-чуть сопротивляется? Не надо сильно отводить. Поднимай. Пошли вниз. Хорошо. Здорово. Молодец, умничка. Пошли на вторую ручку. Помнишь, ты делал упражнение? Чувствуешь? Как это делается? Так, давай вверх. То же самое мы проделаем с противоположной стороны. Я хочу вам дать время посмотреть и вспомнить все то, что вы поняли. Видите, я кладу, поправляю его левую руку. То есть у нас реабилитация. При проведении кинезотерапии мы должны обязательно учитывать силу минут. Можешь. Молодец. Умничка. Здорово. Классно. Ты справился. А теперь давай мы с тобой все это попробуем с двумя ручками. Договорились? Так, ручки мы с тобой скрещиваем. И что теперь ты должен сделать? Тянуть их вверх. Молодец. Давай. Здорово. А теперь собираешь их вниз. Идем. Здорово. Еще раз. Давай. Нет, подожди. Когда мы выполняем упражнения, мы всегда должны Пошли вверх. Давай. Вверх. должны быть естественный контакт с ребенком. Мотивировать его Хорошо. на активное движение. Давай. Вниз. Вверх. Давай. Аслан старается. Молодец. И пошли вниз. В это время ребенку тоже казалось, зачем выполнять упражнения на руки. Классно. Ты с этим справился. Молодец.
Он просил, чтобы ему больше уделялось времени на его ноги. Удержи. Все, расслабился. Опускай. Молодец. Так, Асланчик, расслабь. И сейчас вы видите, Все хорошо. даже лежа на спине, неразготовленный напрягает плечи и пытается Держи. встать. Все, опускай. Хорошо. Мама, можно пойдем? Нет, вы сюда можете встать. Так, подними. Чуть-чуть. Вот, немного. Удержи себя. Опусти. Ага. А теперь давай попробуем. Раз. Вот, молодец, у тебя получается. Все, держи. Чуть-чуть только. Все, опусти. Упражнение делаем Получается. с небольшим упражнением. Все хорошо. Поднимаем. Во, здорово. Держи. Молодец. Все, опустили. Вот так вот тренируем. Хорошо. Теперь давай к себе. Хорошо. Видите, мама, как она мышцы живота работает? К себе. Хорошо. К себе. Хорошо. К себе. Молодец. К себе. Когда ребенок приходит на любую реабилитацию, и когда видит лордоз и видит проблемы с нижними конечностями, то все специалисты начинают рекомендовать. Вы должны укрепить мышцы спины. Ведь мы часто это слышим, но почему-то все забывают, что стабилизация положения тела, чтобы мы вертикально держали положение сидя или стоя, у нас работает, как говорится, группа мышц. И для того, чтобы удержать позвоночник, работают мышечные корсеты, но в этой группе входят и мышцы живота. И здесь смотрите, чего мы добиваемся. Сопротивление добивается включения мышц. Передних, боковых, косых мышц живота. И я здесь вам расскажу, когда мы с учетом того, что в анамнезе у ребенка на родильном чувстве, на сослов мамы, как год, у ребенка появилось контролируемое мочеиспускание, да, мы должны делать так, чтобы укрепить именно слизь, чтобы не было у него непроизвольного мочеиспускания. Для этого это упражнение наше есть называется книжка. Если с помощью сопротивления я прошу ребенка сомкнуть ноги. Детям с детским церебральным параличом мы ноги раскрываем над верхней, а в данном случае мы раскрыли только на уровне плеча, потому что вы увидели, чем больше я раскрываю, тем начинает ребенок не дергать, он включает это туловище тела, чтобы сблизить ноги. А это в данном случае неправильно. Здесь я рекомендую маме, так как у нас стопа это очень большой рецепторный орган, то в домашних условиях она может периодически построить мокрую тряпку, повторно видеть травы колючие, не колючие, разные шероховатые поверхности, чтобы ребенок это чувствовал. И когда мы ходим в сторону, то здесь мы родителям объясняем очень просто, потому что не всегда они понимают это на уровне разговора. Я им говорю, когда я иду в сторону, мама, вы видите, я с одной стороны напрямую это наружно стимулирую, другой внутренне. И если мы идем обратно, в другую сторону, здесь происходит обратное действие. То есть стопа может колебаться. Теперь дальше. Ребенок из-за того, что постоянно сидит в коляске, да, у него нарушен механизм ротации верхней части и таза. И здесь мы это обязательно прорабатываем, как нас и учили. А затем мы все подключаем, начинаем работать в режиме незначительного сопротивления. Смотри на меня. Вот, молодец. И свободно. Так.
Здесь, наверное, моя ошибка, что между ногами положила какое-нибудь приспособление. Исходно. Так. Молодец. Исходно. А теперь давай все с точностью наоборот делаем, да? Подожди. Я не даю спасибо. Так, давай. Вперед ручку тяни. Молодец. Пошли обратно. Смотри на меня. Пошли. Давай, тяни. Молодец. Хорошо. Пошли. Тяни. Здорово. И не торопись. Давай, пошли. Тяни. Молодец. Не забудь, помните, я говорила? Вниз и вверх. Давай, вверх. Смотри. Пошли. Тебе подушку под голову? Давай. Вниз, пока. Вверх. Вниз, вверх. Не торопись. Вниз, вверх. Вниз, вверх. И вы видите, как мальчик старательно все выполняет. Вверх. Пошли. Давай. Мы сначала. Я чуть-чуть убыстрю. Подожди. Расслабься. Теперь к себе. Тянь. Молодец. Толкаем вниз. Все, расслабься. Ты уж толкнул. Хорошо. Теперь к себе. Получается, здесь, в этом упражнении, мы еще с вами эти мышцы еще и растягивают мышцы. Ну, или в сон растягивают. Если у ребенка была только подвижность в начале мобилизации, то вы видите, что только подвижности нет. Пошли. И замечается полный спокой, на который уже намного уменьшился. Молодец. Здоровый человек, поднимая ногу вверх, начинает пальцы поднимать вверх и не сгибать. Когда мы ногу опускаем, то здесь у нас идет опускание стопой вниз, подушечной стопой. В данном случае движение пальцев ребенка отсутствует. Поэтому за него пассивно движение. Когда ноги уже перестали дергаться, правда же? То уже не... И я хочу сказать, когда ребенку применялась методика вебинаров, Молодец. то мы увидели на 8-м занятии двухкратное, спонтанное, сильное стекание пальцев. Вот это упражнение. Все, не будем так отвечать. Так. И сейчас я вам хочу показать второе видео, где здесь мы заставляем Аслана активно двигаться. 6, 7, 8, 9. Сначала, перед началом есть планосвета, мы ребенка упражнения проделаем сначала баллонные упражнения, без боковых. То есть я его прошу, чтобы он поднимался колени, опускался, поднимался колени, опускался. Здесь между ними выносливость, силу, легкость. Замечательный мальчик, он так старался. Здесь я его учу правильно дышать. И еще вот осталось. Это мои рекомендации маме по занятию дома. Сможешь так подняться? И, конечно, нам надо делать те упражнения, которые нам стабилизируют позвоночник, укрепляют мышечный корсет. Хорошо. Так, теперь давай, попробуй. Ну, обними себя вдоль туловища, как будто ты хочешь выпрыгнуть. И давай. Ага, голова чуть вниз, лицом смотри на... Лицом смотри. Добившись этого движения, я потом начинаю контролировать Пошли еще себя. раз. У него Да, поднимаемся. Еще чуть-чуть и попробуй теперь подняться. Здесь я маме говорю, что это упражнение ребенок выполняет неправильно, потому что мама двигается со мной, что я говорю, давайте на этого делать пока не является. Так, и я теперь с вами хочу поделиться о том, что результат у данного мальчика с вами появился. Мы не можем увидеть его визуально.
А вот аппараты нам могут зафиксировать и показать, что у данного ребенка была положительная динамика и положительная реабилитация. Аслан, И это я увидела на переключи на нашем всю тренировку оборудовании матами. и Замечательно. поменяй. Функциональный терапевтический тренажер на верхней и нижней конечности. Подожди, И смена здесь вы направления произошла. видите, Подожди. Вот теперь включайся на тренировку. я думаю, вам слышно. Расслабься. Молодец. Молодец. Активный умничка. тренировка. Машина фиксирует активную тренировку, это означает, что ребенок делает движение сам. И здесь мы видим, что когда он педалирует ногами вперед, движение симметрично. Хорошо. Но здесь надо учесть то, что вы замечаете. Ты И еще помогает. выделяешь силу. Вы Молодец. движение не только оказывает, но еще помогает Молодец. всей половине тела. Умница. Спину На держи. данный момент это Хорошо. Все, расслабься. нормально. Машину Вот подключай. здесь включается механизм у нас Отдохни. паратонин. Минуту подождем. Так. Теперь меняй направление. Подожди. Пусть машина сама подключится. Мальчик сделал себе смену направления. Я вам хочу сказать. Вот. И смотри, дело она в том, сейчас что крутит. движение А теперь ты давай сам ногой подойди, назад, педалируй. Не трогай все. двигается Чтобы машина сама дальше. как активно сама Он включилась. понимает, Вот. Видишь, машина что почувствовала, что ты сам начал движение педалировать. для него И он подключился. экономичнее, легче, и может Конечно, показать сейчас ты какие-то подключаешь дополнительно Ну, мышцы. Но здесь Ну мы ничего. уже Теперь видим, смотри, ты что левую нагружаешь, а правая правая сторона, отстает. Старайся правую. то есть, особенно Правую. правую, Правую. силу У тебя не получается. надо. Правую. Нет. Расслабь левую ножку. Аппарат Расслабь не левую ножку. фиксирует. Давай правой Что жми. Молодец. здесь Еще раз правой жми. асимметрия. Молодец. Правой. Левую расслабь. Левая сейчас спазмируется. Расслабь левую. Не трогай вообще левую. Ничего не делай. За счет... Чтобы не Ты же переживал вышла мышцы. И что не получается? Не Золото, получается. молодец. Я очень довольна твоим результатом. Я вам хочу сказать, что в данный момент для нас из пальчиков это был большой результат. Так как ребенок к нам пришел с здоровый палец, так как из-за того, что было неполный память спинного мозга на уровне Т10, и у ребенка, если, во-первых, я посмотреть на элементы, то была клиника здорового палец. А в данный момент, когда мы увидели и начали с ним работать, то увидели, что здесь у нас элемент спасения говорит о том, что ребенок есть потенциал движения, и что мы обязательно в будущем, где-то проходя качественную реабилитацию, правильно планируя свои действия, в дальнейшем получим результат. А сейчас я вам хочу показать презентацию кондуктивной терапии для шеи. На вебинарах я всегда люблю с вами делиться про мероприятиями, которые мы проводим в нашем реабилитационном центре. Эта кондуктивная терапия была посвящена теме «Я шея». Вот наши дети. И вы знаете, родители основательно к этому готовились. Мы им раздали одноразовые привычки, из которых они шили колпаки, папочки, рукавы. Мы никогда не должны думать, что они этого не могут.
Мы должны им дать возможность это попробовать. Девушка по имени Натали, она шеф-повар, одна из ведущих кулинарных таких небольших программ. Мы ее пригласили под ее чутким руководством. Наши дети, как говорится, проводили, себя совершенствовали. Здесь приготовили соленое тесто и под руководством нашей трудотерапевта Жанны Ивановны. Они у нас любили помочь. Это все то, что наши дети выполнили за мероприятие коллективной терапии. Я шеф-повар. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Думаю, что сегодняшний вебинар вам был очень интересен. Постаралась поделиться с вами информацией, которая, думаю, пригодится в вашей дальнейшей жизни.